Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня будем снимать видео, которое вчера у меня не получилось выгрузить. Это тема такая: когда закончится черная полоса в моей жизни. Итак, пока я тасую колоду, пожалуйста, представьте хорошо какую-то ситуацию, которую вы хотите изменить, и вообще, что у вас в жизни такое происходит, что бы вы хотели поменять, что вас волнует. И будем с вами разбираться, что же там у вас такое, почему вы не можете изменить. Так, сначала смотрим вас. Так, одна и еще одна. Итак, у вас сейчас наступит такой период перемены. И, знаете, здесь такая идет информация. У некоторых, не у всех это отыграется. Есть такие здесь зрители, у которых намечается переезд. Причем он такой будет, знаете, как неожиданный, что ли. Получается, что вот наступит момент, когда вам надо будет уехать, прям кардинально поменять свою жизнь. То есть это может быть переезд в другой город, либо такое вот, знаете, неожиданное смена места жительства. Может быть, это в городе, но вот вы из одного конца города переедете в другой конец города. И у вас получается так, что вы в связи с этим переездом, те, кто будут переезжать, у вас прям начнется что-то такое новое, новый этап. То есть вы не будете, это прям, вы не будете знать, да, это будет незнакомое для вас место, либо незнакомый город. То есть вам придется привыкать к новым вот этим условиям жизни. Переезд связан больше, знаете, даже с семейными какими-то обстоятельствами. В принципе, он такой благоприятный. Но вот здесь вот есть, сейчас я вам еще карты выложу и скажу. Приятный, и вот есть здесь люди такие, которые переезжают из-за того, что у кого-то очень такие серьезные проблемы с родственниками. Здесь даже вот идет такая информация, что есть женщины, люди, и мужчины тоже, в принципе, тоже сюда подходят, да, но вот я как-то, вот мне идет образ женщины, у которой проблемы с родными, потому что постоянно что-то от нее требуют, какие-то деньги. Вы понимаете, идет образ, не то что попрошаек, да, но постоянно что-то требуют, какую-то помощь финансовую, может быть, даже не финансовую, а вообще именно помощь с ее стороны постоянно от родных. То есть: мама, купи мне это, там, Лена, мне нужно срочно купить лекарства, хотя у этого человека есть возможность эти лекарства приобрести, но постоянно вот эти звонки: дай мне это, дай мне то, все что-то от нее хотят, от этого человека, да. И вот этот переезд как глоток свежего воздуха, то есть вы вырываетесь из этой вашей рутины, из этой вашей ситуации. И вот еще здесь такое, что кто-то пишет, очень много пишет, то ли это письма, то ли какие-то заявления. Здесь вот прям бумаги я вижу.
очень много каких-то подписей, а кто-то прям пишет письма. Прям пишет письма, с кем-то что-то обсуждает очень активно. Ну, может быть, это такая очень бурная переписка, да, с кем-то по поводу финансов тоже. То есть такое решение глобальное каких-то проблем, материальных проблем, обсуждение дел. То есть человек постоянно в таком тонусе находится, постоянно думает об этом. И вот для вас сейчас перемена будет. Не у всех переезд проиграется. То есть у вас вообще идет сейчас в жизнь большая перемена. Перемена хорошая, светлая. Для вас она будет очень благоприятная. Жизнь ваша, она изменится в лучшую сторону. То есть вы, ну, когда будут у вас эти перемены, но они будут не прямо сейчас, не завтра, не послезавтра. Это минимум через недели-две. То есть самый минимум это 2 недели, когда вот начнутся вот эти перемены ваши. И они очень такой хороший этап начнется. Знаете, светлая полоса начинается. Так, здесь еще у кого-то будет такой момент. Здесь есть люди, у кого перемена в личной жизни, и она, то есть здесь, сейчас скажу вам для тех, кто свободен, да, вы встретите человека очень умного, очень образованного, целеустремленного, знающего цену всему, потому что этот человек, он сам многого добился, и для него, для этого человека, с которым вы встретитесь, с которым вас сведет судьба, период очень сложный. Кто-то будет после очень тяжелой болезни, либо здесь еще идет такая информация, что вот этот мужчина, который к вам придет, да, с которым вы познакомитесь, у него либо какая-то прям такая трагедия в жизни, да, может быть, смерть близкого человека, либо тяжелая болезнь, либо он сам вот этот такой перенес удар, который вот настолько его изменил, что человек сам поменялся. То есть если он был очень мягкий, а сейчас он стал жесткий. Человек будет сначала для вас закрыт, немножко будет отстраненно от вас, но он не просто так в вашу жизнь придет, потому что здесь карта справедливости, то есть вы даны ему, этому человеку, для того, чтобы он пережил вот этот сложный период, и вы вот в общении с этим человеком очень много для себя поймете. Вы будете вроде и в роли учителя, и в то же время вы будете сами учиться жизни. Так как вы увидите много, ну, у многих здесь будут такие, знаете, сложные ситуации, и просто для вас это вот как будет переворот в вашей жизни, в вашем мышлении, в вашем сознании. Вы просто перестанете так узко мыслить, да, смотреть на жизнь под одним углом. Вы увидите, что жизнь, она очень многогранная, и будет у вас такая переоценка серьезная. Так, кстати, сейчас я добавлю. Для тех, кто
в браке, либо не свободен, да, то есть у кого есть какие-то отношения. Для некоторых период начнется сложный, но, ну, чтобы вы понимали, этот сложный период, он дан для того, чтобы вы избавились от ненужных людей, от ненужных вещей, от ненужных ситуаций. И здесь у кого-то будет такой еще момент, что вот сложный период в отношениях, да, когда вы не понимаете друг друга, вы уже просто не слышите, не видите, не ощущаете, не чувствуете друг друга. Этот период, он пройдет, и вот у многих проиграется так, что вот буквально, ну, там месяц, скорее всего, да, в течение месяца просто вы поймете, кто рядом с вами находится. То есть, если вы замужем, то вы увидите, вот, знаете, такое истинное лицо человека. То есть он покажет, может быть, вам самые плохие свои черты, свой характер настоящий. Может быть, даже вы и не подозревали, что человек на это способен. Ну, вы знаете, скажу так, хорошо, что это произойдет именно сейчас, именно в этот момент. Хотя вам покажется, что как так, что в этом хорошего? Хорошо это тем, что вы узнаете сейчас. Лучше сейчас это узнать, чем время пройдет, и вы потом просто будете еще труднее переживать. Для вас это такая трансформация сейчас происходит. Кстати, очень у многих людей, я прошу прощения, очень у многих людей идет трансформация, а для многих она будет очень сложная. То есть, да, будут разводы, будут такие глобальные перемены и в жизни, и в работе. Здесь я вижу работа, да, перемена работы будет. Вы не должны этого бояться, потому что вам это дано для того, чтобы вы очистились от ненужных ситуаций, от людей, чтобы в вашу жизнь пришло то, что вам действительно надо. Так, вы знаете, здесь я еще хочу добавить, вот когда у вас пройдет этот период, когда вы столкнетесь, может быть, с каким-то непониманием со стороны близкого человека, будут ссоры очень серьезные у кого-то, да, здесь прям до скандала, прям до битья посуды, или у кого-то даже там будет мебель летать в разные стороны. У кого-то здесь будет развод, я вижу, да, очень сложный, очень прям, ну, прям сложно будет. Крепитесь, потому что в вашу жизнь идет человек очень достойный, очень мудрый, вне зависимости от возраста, да, то есть это может быть и старше ваш человек, а может быть ваш ровесник, но вот у него такая мудрость жизненная, да, он очень много знает, он очень опытный, и этот человек, он будет вас на руках носить, он в вас увидит для себя такую звездочку, богиню, женщину, для которой вот он все будет делать. Он будет для вас работать, он будет вас баловать. Он, кстати, вот здесь идет женщина, да, в очень сложной ситуации, прям, ну, не хочу, ну, знаете, что вот чуть ли не в трусах из дома выходит, и вы встретите человека, который вам в этой ситуации очень поможет. И он будет о вас заботиться. То есть, вот я говорю именно сейчас про эту женщину. О, сложно.
мужчина этот, который вам поможет в вашей сложной ситуации, доверьтесь ему, потому что он очень достойный, он видит, что вы очень умная женщина. И вот для него вы будете, знаете, как... Ну, кроме вас, для него больше никого не будет существовать. Блин, вы знаете, я думала, какой-то расклад будет более мягкий. Но что-то прямо у всех это время очень сложное, перемен. Так. Финансовая сторона. Скажу вам вот что. Финансовая сторона для вас наладится наконец. То есть черная полоса заканчивается. Вздыхаем свободно. Причем помощь такая будет, знаете, интересная. Вы будете пытаться искать варианты какие-то, у вас не будет получаться. То есть вы к тому человеку обращаетесь, не могут вам помочь, к другому, к третьему. И помощь вот эта, она будет такая неожиданная. Здесь у кого-то даже, знаете, вам неожиданно позвонит человек, либо напишет старый знакомый, либо наоборот, человек, с которым вы недавно познакомились, и вроде как у вас отношения не настолько близкие, да, чтобы вы так прям делились своими проблемами, но вот этот человек, который придет в вашу жизнь, да, он вам поможет найти выход из вашего такого положения, такого застоя. И еще, вот здесь у меня идет такое. Не у всех, конечно, у некоторых людей здесь, да, у некоторых женщин, ну и мужчины тоже сюда, то есть как бы это и мужской, и женский расклад, в принципе. Те, у кого серьезные финансовые проблемы, затруднения, да, какие-то ситуации, в которые вы попали, можно сказать, неожиданно. У кого-то это будет такой период, когда вы вроде бы что-то делаете, пытаетесь, а денег нет, нет, нет. Здесь на вас сделана магия. Сделана человеком, который на вас очень серьезно обижен. Человек очень амбициозный, жесткий, который чужую точку зрения не принимает. И вот вы задели его очень сильно, и ну, это как месть, потому что он вам перекрыл вот этот ваш денежный канал. Сделал так, чтобы, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались, хотя вроде вот-вот-вот должно наклюнуться, да, новое дело, там какая-то, может быть, подработка, которая должна принести деньги. Все либо срывается, либо не заплатят и так далее. Это сделано вам специально, вам все перекрыли, чтобы вы еще долго-долго-долго не выбрались, да, из этой ситуации. Ну, если у вас есть возможность, то есть если вы знаете таких людей, кто может вам помочь, пожалуйста, вам это надо дело снимать, потому что без посторонней помощи, без человека, который этим занимается, то есть который снимает такие вещи, вы сами не справитесь. То есть вы останетесь в этой яме и будете дальше, глубже в нее уходить. Кстати, у некоторых, не у всех такое, что именно вам сделано, некоторые сами себе перекрыли вот этот финансовый канал денежный. Еще здесь, знаете, такое, кто-то балуется магией, именно балуется, то есть кто-то по незнанию сделал какой-то ритуал, либо здесь, я бы даже сказала, кто-то с рунами пошутил,
в кавычках, потому что в этом случае руна стала неправильно работать. По поводу рун скажу, вот те, кто что-то сделал, какие-то были ставы рунические, если вы сделаете неправильный став, то он будет не давать энергию. И вообще руны очень, с ними надо очень осторожно. То есть не давать вам энергию, а забирать ее. То есть здесь сделана неправильно магия. Те, кто делал себе вот эти рунические ставы, либо делали какие-то заговоры на деньги, пересмотрите его, переделайте, потому что вы сами себе закрыли вот этот канал, вы закрыли этот денежный поток. Прям вы перекрыли даже вот, вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, у кого это сошлось. Но я вижу человека, я вижу женщину с рыжими волосами, волосы такие волнистые, средняя длина волос. Прям лицо не могу описать, потому что это просто вот образ мне пришел. И вот этот человек делал заговор на деньги, либо что-то там прочитал где-то. Сделано неправильно, переделайте это, потому что вы сделали так, что вы закрыли себе поток, и вы, наоборот, то, что сделано вами, вы забираете эту энергию. И если вы не исправите в течение 3 недель то, что вы сделали, у вас будут очень серьезные проблемы. Я вас не пугаю, но просто как бы это предупреждение, да, пожалуйста, напишите, кстати, по поводу, потому что у меня здесь очень много информации идет. Прошу вас, если вы не можете делать ритуалы магические, да, не делайте. Тем более с рунами. Руны, для тех, кто не понимает, это магический алфавит. И каждая руна – это и буква, и слово, то есть можно составлять слова с этими рунами. И если вы не знаете полностью рунический алфавит, лучше не заниматься, если вы на стадии любительства, да, то есть вы начинаете изучать, начинаете что-то делать. Сначала прям досконально от и до все посмотрите. И только тогда, когда вы 100% уверены, только тогда делайте ставы. Потому что они очень серьезные. Так как они прям очень подвязаны на магию, это магический алфавит, это вот как наша азбука, это то же самое азбука для магии, да. Будьте аккуратны. Так, что еще? Семейные люди, да, у кого есть дети. Сейчас у вас начинается такой период очень интересный, очень плодотворный. Есть люди, у которых что-то там со строительством, либо с ремонтом. Вам сейчас зеленый свет, у вас прям, знаете, как требует, силы требуют, чтобы вы продолжали, чтобы вы не сдавались. У вас появится очень много возможностей. И появятся люди, которые вам будут помогать, либо если вы не сами строите, да, там, либо занимаетесь ремонтом, а кто-то вам делает, вы встретите нужных людей. И если у вас до этого момента были какие-то проблемы, какие-то финансовые там ситуации, да, не очень, наступит период, когда у вас прям вам все потечет в руки, только вам надо вот эту струю поймать в правильный момент, не упускайте его. Второго шанса, там, третьего шанса не будет. То есть, если в вашу жизнь что-то такое пришло, за что можно ухватиться, новая работа, какие-то предложения о заработке. Естественно, не надо на все бросаться, то есть вы должны понимать, осознавать сами, что это действительно, да, дело,
за которую стоит браться, беритесь, потому что оно прям для вас откроются каналы, откроется такой период очень плодотворный. Вот для этих людей, кто, ну, семейный, это именно семейные люди, либо люди, у которых есть дети, да, это вот прям до конца лета. Только вам нужно правильно настроиться и находить, ну, и они сами будут к вам приходить, эти нужные люди, нужные моменты. Просто не упускайте это. Так, что же еще? Так, полоса. Здесь вот у меня еще такой интересный выпал. Если вы занимаетесь, ну, если как бы есть здесь люди, которые занимаются магией, ясновидящие, ведьмы, которые занимаются какими-то ритуалами, вам надо, кому-то из вас, надо, вот прям, знаете, вот для некоторых прям идет такой вот у меня поток информации. Вам лучше заниматься вот этими своими делами, да, магическими, ночью, то есть в темное время суток. Ну, скорее всего, это все-таки люди, которые больше к темной магии, да, относятся. Темные. Здесь также у кого-то откроется, так эти, знаете, новая энергия огня. То есть можно работать с огнем, со свечами, с зеркалами тоже можно, но здесь будьте очень осторожны. Вообще с зеркалами работать надо очень аккуратно, потому что это портал. Когда вы работаете с зеркалом, будьте внимательны, потому что вы можете открыть портал, через который будут проходить сущности. И вот для тех, кто работает с зеркалом, вот я прям, знаете, ну, образ мне такой идет женщины. Не ворожите на зеркало. Вообще не занимайтесь такими вещами, да, привороты на кровь, на зеркало не надо, потому что вы таким образом можете привлечь в свою жизнь, призовете нехорошее, которое прицепится к вам и которое будет питаться вашей энергией. И будьте осторожны. Здесь очень такая ситуация опасная. А если вы знаете, как с этим работать, вам подсказка такая. Вы не до конца еще свою силу вот эту открыли. Вам надо работать над этим, потому что у вас очень большой потенциал, очень много энергии. Вы должны ее научиться правильно направлять, правильно входить в это состояние, да. Кстати, вот у кого-то здесь могут быть и обмороки тоже. Это из-за того, что вы отказываетесь принимать вот эту силу, да, которая в вас, она не то что рождается, она проснулась, и вам не надо отказываться от этого. Если у вас есть какие-то способности вот, к ясновидению, да, то есть вы видите какие-то образы, вам приходят, может быть, во сне, может быть, вы видите вещи сны, либо, кстати, тоже здесь идет, и кто-то говорит через воду, да, не бойтесь этого, вам надо научиться правильно с ней работать, и тогда она вам принесет больше энергии и пользы. Кто-то здесь лечит руками, вот я вижу, да, не бойтесь этого, просто старайтесь взять под контроль вот эту
силу вашу. Я в одном из видео говорила, да, по поводу сновидения. По поводу снов тоже. Постарайтесь к ним прислушаться. Ну вот, может быть, не надо это говорить, но у меня вот самой был недавно сон, очень такой странный. Я сначала не могла понять, ну вообще зачем это мне приснилось, символы и прочее. И потом, когда я проснулась, я вообще не могла уснуть. То есть я проснулась 3:30, и все. И потом уснула где-то только в 8 утра. Если вам приходят такие сны, да, научитесь их понимать. Даже если кажется вам, что это что-то такое страшное, нет, значит, вам духи. Я работаю с духами, не только. Значит, вам духи несут какую-то информацию. Просто правильно научитесь ее фильтровать. И поэтому не надо бояться, когда у вас что-то новое происходит. У многих людей, вот здесь у меня очень много, знаете, настолько много информации, что вот просто не успеваю все перечислять, потому что она как... Прям хочется сказать, тише, 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 подождите. Период, когда вот у вас начнется такой подъем финансовый, если были проблемы со здоровьем, то начнет улучшаться здоровье, это будет вот весна-лето. То есть вот эти месяц-два у вас начнется подъем, вы должны правильно включиться в ситуацию. То есть, когда вы видите, что что-то происходит положительное, не бойтесь этого. Если в вашу жизнь приходит что-то новое, какие-то новые люди, новые партнеры, какие-то клиенты, может быть, даже здесь вот идет новые предложения, совершенно вообще вас никогда не интересовавшие, да? Не отказывайтесь, не отталкивайте это, то, что вам идет в жизнь. Это вам помощь. Она, знаете, как благословение, что ли, вот ангелов, которые увидели, что вы вот настолько уже, просто вы сами уже не справляетесь, и вам идет эта помощь, не отворачивайтесь от нее. Вот здесь прям перемены такие... Просто все несется вперед, знаете, как поезд на скорости, когда ты уже не можешь остановить. Все разогналось настолько, что вам не надо сейчас бояться и отталкивать это. Все, что с вами происходило до этого момента, да, какие-то неприятности, скандалы, развод, увольнение с работы, либо вот вам настолько работа надоела, что вы хотите ее поменять, да, она не приносит ни удовольствия, ни финансов каких-то. Вам надо просто набраться сил и понять для себя, что если вы сами не захотите из этой ямы выбраться, вас никто оттуда не вытащит. Только с вашим желанием, да, только с тем, что вы сами вот прям решили, вы сами захотели, и тогда, да, вам будут миллион шансов даваться. Все зависит от человека. Еще вот здесь, знаете, что говорят карты вам? Вам посыл такой идет. Не будьте слишком открыты. Надо немножечко отстраняться от людей, потому что в вашем окружении есть люди, которые за счет вас питаются, да, и энергией, ну и в прямом смысле, и в переносном, то есть и энергией питаются, и за счет вас сидят и просто живут за ваш счет. Таких людей убирайте, закрывайтесь немножко. И вы должны в этом состоянии находиться какое-то время, да, 3 недели, где-то 2 недели. Вы должны понять, что вам важно сейчас, на данный момент.
что вам в первую очередь надо изменить в своей жизни. И когда вы это решите точно, не торопясь, потихоньку, вы сможете все это поменять. Здесь еще вот такой вот. Не переставайте мечтать, потому что все это слышат, но помимо того, что вы мечтаете, вы должны еще и верить в это, что это будет. Когда вы поверите в это, тогда это придет в вашу жизнь. Ну и совет, да, вам еще от карт такой. Так. У вас, как правильно сказать, у кого-то здесь идет ритуальная магия. Лиц не вижу, все закрыто. Если у вас в окружении есть такие люди, которые вас подбивают на какие-то поступки, зовут в какие-то компании непонятные, да, которые не подходят под ваш уровень не в плане общественном, да, а вот внутреннему уровню, они не ваше окружение. Вам нужно от таких людей держаться подальше, причем, знаете, прям так конкретно особняком, не поддавайтесь. У вас будут такие моменты, когда вас будут сбивать с пути. Это сделано для того, что настолько ли вы действительно уверены в том, что вы хотите добиться. Это сделано для того, чтобы вы четко знали, что вам надо, и не сбивались со своего пути, потому что вот в эти 2-3 недели будут всякие ситуации непонятные происходить. То есть, зачем тебе это надо? Кто-то будет говорить, зачем тебе это надо? Да ладно, что ты, зачем? Идем, пойдем выпьем и так далее. То есть у вас идет как проверка, ну, может, я грубо скажу, да, на вшивость, что ли, да, на прочность. Сможете ли вы не возвращаться в это свое болото, да, а идти вперед в люди, в жизнь, в новую, в другую совершенно? Вы должны себя поставить в такие жесткие рамки, и тогда для вас откроются перспективы, новые возможности роста. Жизнь ваша изменится в лучшую сторону. И тогда вы вот выдохните свободно. Ну и вот последний, карта Мир. Судьба вам дает, даст она вам шанс такой, прекрасно, даст ключ от всех дверей. Только вам надо пережить вот эти ваши сложные моменты, знаете, с таким достоинством вынести, понять, что для вас это были такие, ну, жестокие даже где-то уроки жизни, чтобы вы больше никогда не совершали тех ошибок, которые вы делали. У многих здесь идет такой момент, что вот это колесо фортуны, оно раскручивается 2-3 недели, 2-3 недели, у кого-то месяц-два, то есть, а у кого-то даже это больше, ближе, ну, как-то, знаете, к семейным парам, к людям с детьми, либо даже, кстати, у кого-то, если есть пожилые родители, постепенно начнется улучшение ситуаций разных, у каждого разная ситуация своя, до конца лета. Если вы хотите, потом я вам разложу чуть туда поближе, может быть, через месяц-два,
посмотрим, у кого что поменялось. Ну, в общем, так. Ключик в руках, так что будьте позитивно настроены, потому что, ну, как это говорится, да, дается по нашим возможностям. Будьте осторожны, не теряйтесь, держитесь, вырабатывайте силу духа и воли. У вас все будет хорошо.